Всем привет, наши дорогие девы, а тренировка исключительно для девчонок. А сегодня мы с вами выполняем вторую часть занятия с терапевтическим эффектом Intimissimi уровень 2. Я позвала специально мамочек, дважды мамочка, пока что единожды мамочка, но плод был воистину огромный, поэтому можно считать как два. Сегодня мы с вами тренируем мышцы тазового дна, продолжаем укреплять переднюю брюшную стенку и делать все зависящее от нас, чтобы ваши животики были крепкими, не вываливались вперед и чтобы вы чувствовали себя уверенно в любых ситуациях. Поможет мне сегодня Полина, фея леопард, ну почему-то сегодня все наоборот, и Сухарик, который тоже сегодня леопардик, у нас такой красивый. Все, тренировка пройдет у нас на коврике, поэтому можете сразу заземляться, можно работать в носочках босиком, вам потребуется только плед, либо скрученное в рулон полотенце. Мы начинаем уже через несколько секунд. Девчонки, усаживаемся, зауючиваемся. Можете мне дать пятерочку для хорошего настроения и погнали. Итак, мы оказались уже на коврике и готовы начинать наше занятие. Нам потребуется либо полотенце, либо плед, сложенный вот такую толстенькую колбаску. Это нужно для того, чтобы вы ощущали давление между бедер и могли сдавливать. Также вам подойдет, если дома есть детский, например, мячик небольшой. Это прям даже будет круче. У нас только фитболы, поэтому плед. Итак, друзья, мы укладываемся в Т-образную планку. И здесь, пожалуйста, не ошибитесь таким моментом. Мы располагаем локтевой сустав строго под плечом. То есть вот такой вариант не допускается. Вы можете травмировать плечо. Поэтому строго опора. Дальше мы не провисаем в спине. Девочки, арка, посмотрите, хоп, наверх. То есть между подмышечной впадиной и мышцами спины должен образоваться угол минимум 90 градусов. Бонусом вы укрепите поверхность широчайших мышц, и у вас не будет второй пары груди на спине. Итак, мы берем наш пледик и, смотрите, вот так методично зажимаем между бедер. Плед нужен для того, чтобы ощущать давление между бедер и незначительно сдавливать, подтягивая мышцы тазового дна наверх. Любое упражнение начинается с исходного положения. В данном случае вам нужно опрокинуть копчик на себя, как бы потянуть лобок наверх. Вы сразу почувствуете, как пресс стал тверже и мышца укоротилась. То есть живот идеально ровный и плоский, без прогибов поясницы. Макушкой вытянитесь наверх, выполните арку, чтобы не подвисать. И бедрами на выдохе сожмите плед, при этом отрывая тазовую кость от пола. Это выдох. Это вдох, касаемся пола полностью. Выполняя выдох, у вас происходит внизу ощущение, словно вы молнией застегиваете мышцы наверх. И значит, с самой глубины наверх до пупка вы подтягиваете, сжимаете незначительно ягодичные мышцы, на вдохе опускаетесь вниз. С этого момента Полина считает 12 повторов. Мы начинаем. И выдох. Удержали, вдох, вниз. Во время поднятия наверх вы ощущаете, как не только сжимается внизу тонус мышц, но и продольные мышцы пресса, которые являются помощниками абсолютно во всех движениях с вовлечением системы core. Хочу напомнить, что core – это не только пресс, это и мышцы тазового дна, это плечевой пояс, и некоторые даже относят ягодичные мышцы тоже к системе core. На выдохе поджим. Посмотрите, идеально ровная брюшная стенка. Вдох вниз. Помните, что мы не проваливаемся. Выдох. Сжимаете коленями плед достаточно сильно и ощущаете, как внутри аккумулируется напряжение. Но здесь важно не передавить. То есть, вы смотрите, искусственно вот так вот натуживаться не нужно, потому что можете натужить что-нибудь другое. Сколько повторов осталось? Еще 3. Выдох. Сжимайте коленями, ощущайте, как внутренняя часть бедра сокращается. 2. Вот я хочу, чтобы это движение вы запомнили по ощущениям и применяли. Знаете где? Во всех упражнениях на ягодичные мышцы. Внутри должен быть четкий стержень из 2 продольных мышц. На следующем повторе я попрошу вас на 8 сжать плед и зафиксировать тело в верхнем положении. Вдох, выдох. 7, 6, колено давит в колено. 5, 4, толкайте плечо наверх. 3, 2,
1, медленно вниз. Молодцы. Первое упражнение для разогрева прошло успешно. Мы двигаемся дальше. Пледик достаем, девочки. И, по сути, то же самое, та же Т-образная планка, только с опорой на ладонь. Ваша задача также поставить ладонь строго под плечевым суставом. Молодцы. Колено свободное вывести в сторону и проверить, ничего ли там не заржавело. Все двигается как надо. В норме тазобедренный сустав раскрывается минимум на 45 градусов. Это говорит о том, что вы молоды и достаточно подвижны. Итак, на вдохе я попрошу вас таз опустить вниз и посмотрите, на прямую руку прям надавить. Вдох. На выдохе вырваться. При этом передняя брюшная стенка в тонусе. Посмотрите, мышцы. Как называются эти мышцы? Запомнили с прошлого урока? Леватор ани. Мышца, поднимающая задний проход. То есть вы должны словно застегнуть на замочек на выдохе. На вдохе вниз. Натяните опорное бедро. На выдохе. Хоп. Поджим. Стоп. С этого момента 8 повторов. Саша считает. Мы начинаем. Вдох, как лук, тетиву. Натянули. Выдох. Стоп. Снова вдох, вытяни. На выдохе замок, застегнули наверх. Вдох, выдох. Снова вниз, растяните бедро. На выдохе толкните. Обращаю внимание, что рука прямая и движение толкательное совершают мышцы спины в том числе. Вдох. Мы держим на замке. Выдох. Осталось 2 повтора. Вдох. На выдохе фиксация. Вдох, наверху, стоп, держи 4, 3, 2, скрутись, 8, стоп, 7, стоп, 6 и 5. Помните это ощущение, как будто из тебя лезет чужой, а вы должны сдерживать. И не позволяйте животику вываливаться. 2 и 1, наверху, 4, 3, 2, перешли в позу квадрата и выполнили легкое круговое вращение. Молодцы. Это занятие уже больше похоже на тренировку, так как мы не просто дышим маточкой, мы уже и вовлекаем действительно мышцы, которые включаются и на тренировки в том числе. Поменяйте направление. Вращение легкое, движение копчиком, как будто у вас легкие схваточки начались. Молодцы. Ну что, поменяем сторону. У нас плед, боковая планочка и супер ракушка. Итак, зажимаем плед между коленей, сдавливаем, как сэндвич сдавливает говяжью котлетку. Подтянули переднюю брюшную стенку, опрокинули таз на себя и почувствовали нерушимую конструкцию внизу живота. Поясница в нейтральном положении. Что такое нейтраль? Это значит, что копчик выровнен в одну линию с позвоночником. Что такое лордоз? Прогиб – это вот такая красивая попа сзади, которую все стремятся отставить. Попа будет красивой и действительно стоящей, если вы укрепите мышцы, и при этом таз будет в нужном положении. Плечо строго над локтевым суставом. Итак, на выдохе приготовьтесь толкнуть тело наверх. Мы начинаем. Выдох. Колено давит в колено, мы сдавливаем плед. Усиливаем давление в брюшной стенке и на вдохе медленно опускаемся. Мы начинаем 8 повторов. Полина считает. Выдох. Вдох. Медленно. Выдох. Колени сдавливают плед. Мы ощущаем, как сокращается внутренняя часть бедра. Вместе с ней паховая зона. И все наши интимные друзья. Выдох. Постарайтесь сдавить плед достаточно сильно, но давление должно быть в коленях, а не именно в тех мышцах, которые мы с вами тренируем. Они включаются автоматически. Импульс начинается от бедер и передается глубоко вовнутрь. Вдох. Снова выдох. Удерживайте. Вдох. Почувствуйте, как внутри натягиваются сильнейшие стальные канаты.
Медленно вниз. Снова 2 повтора. Выдох. Медленный вдох. Толкните корпус наверх. На выдохе сожмите коленные суставы. Медленно вниз. И, внимание, наверху на 8 стоп. Мы не затаиваем дыхание. На 2 счета вдох. На 2 выдох. Вдох через нос. Выдох ртом. Осталось 4. Удерживайте 3. Животики 2. 1. Медленно вниз. Молодцы. Приятный разогрев внутри. И даже без 50 грамм бывает тепло. Мы меняем положение. Итак, располагаем ладонь под плечевым суставом и выполним такую большую ракушку, которая вовлекает глубокие слои пресса, бедра и ягодичные мышцы. Порепетируем. Со вдохом колени сводим вместе. Смотрите, таз, Санечка, сюда сади, прям сади. Вот смотрите, вы сели. И теперь на выдохе пресс. Начинает импульс, мышцы спины. Стоп. Раскройте бедро. О, насколько позволяет мобильный сустав. Ну что, мы начинаем. Сань, 10 повторов. Давайте макушку наверх. И вдох. Коснуться пола. Выдох. Стоп. 2 ягодицы, как сердечко. Если вот сфоткать вас сзади, вы должны быть похожи на сердечко. Снова вдох. На выдохе. Мы контролируем движение передней брюшной стенки. Мы не прогибаемся в позвоночнике. Вы нейтральны. Макушкой вытягиваетесь вдаль. Коленом тянитесь наверх. Вон у Полины как пресс напрягается. Надеюсь, вам видно хорошо. И эта тренировка снимается после новогодних праздников. Держитесь. И вдох, девочки, выше колена. Выдох. Напрягите ягодичные и почувствуйте. Оп, замок. Молния не должна разойтись. Вдох. На выдохе. Молодцы. 3 повтора. Сели. И 2. Сели. И сильной спиной вывели бедро наверх. Внимание, финальный должен быть самым красивым. И стоп. Показали. 2 ягодицы сжаты. Мы начинаем. Вдох. Натянули. Выдох. Вдох. Поджали. Выдох. И 6. И наклоняйте корпус. 5. Натяните опорную ягодичную. 4. Держите живот. 3. Макушкой вдаль. 2. Наверх. Стоп. 4. Удлиняйте позвоночник. 3. 2. 1. Переворот. И кошечка просит вискас. Еще секунд 15-20 мы с вами отдыхаем, после чего меняем наше положение и кладем себя на спину. Руки располагаем вдоль тела. Выведем сначала правую ногу наверх, затем левую. И убедимся, что угол по отношению к корпусу 90 градусов. Далее сгибаем ноги в коленном суставе. И коленные чашечки тоже сведены вместе. Полечка немножко ниже ноги. Итак, вам нельзя разводить носки, но вам можно разводить колени. Выдох. Вдох. Мы начинаем. Выдох. Вдох. При этом давление, оно концентрируется именно в ваших носочках. Это движение вовлекает приводящие мышцы бедер, поперечные мышцы пресса, ну и, конечно же, продольные, которые в данном упражнении являются стабилизаторами. Обратите внимание, как я поднимаюсь, когда мне нужно резко встать. Я поднимаюсь только через бок. И это не потому, что у меня 31-я неделя, а потому что так нужно подниматься,
практически всем до тех пор, пока вы не уверены в том, что ваши продольные мышцы сошлись, что таз на месте, стабилен и ничего не разойдется. Выдох, колени, вдох. Давите, носок давит в носок. На выдохе мы разводим колени, на вдохе сокращаем. Это упражнение является прекрасной тонификацией до внутренней части бедер. Как устроено наше тело? Мышцы растут под нагрузкой. Даже если не растут, они отекают и увеличиваются. Здесь есть люди, которые хотят, чтобы ляхи стали больше. Я не думаю. Все хотят ножки потоньше, ягодицы побольше. Поэтому те мышцы, которые мы не хотим растить, мы не качаем в таком стиле, чтобы они росли. Это очевидно. И когда девочки идут в тренажерный зал и садятся на тренажер, где раздвигают вот так ноги с весом 50 килограмм, а потом спрашивают: Вася, а почему у меня выросли ноги? Ну так, котик, ты их качала. И под слоем жира, под отеками мышца увеличивается. Я вас поздравляю, вы стали больше и некрасивее, а хотели себе помочь. Вот для этого и нужен тренер, который все это прошел и расскажет вам, что те зоны, которые являются проблемными, нужно прокачивать вот в таком легком режиме, чтобы мышца была в тонусе, но не перекачана. Выдох. Вдох. Осталось 4. Молодцы, девочки, давите в носочек. 3. Колени широко. 2. Внимание. 1. Руки вдоль тела. Что вам нужно сделать? Развести колени и выполнить поджим копчика наверх. 1. И 2. И 3. Высоко не нужно. 4. У вас получится выполнить это движение, если вы в голове себе дадите такую установку. Девочки, ваш позвоночник должен стать короче. Поднимайтесь ниже, так высоко не нужно. Меня устроит 1-2 сантиметра. Ощущение, что вы опрокидываете таз на себя, словно ушат воды. Вот тогда у вас получится больше подкручивать таз. Вам нужно лобковой косточкой вот так направить на 6 часов. Вспомните, пожалуйста, тазовые часы. Девочки, а теперь меньше дергания, больше силы. Движение получится, когда вы будете позвонок тянуть к позвонку и становиться короче. У них случился отказ ног, но мы сейчас продолжим. Осталось 8. А почему не давите руками в пол? 7. Медленнее. 6. Подкручиваете лобок. 5. Молодцы. 4. Умницы. 3. 2. 1. И закончили упражнение. Молодцы. Закончили упражнение. Выпрямите, пожалуйста, ноги. Девочки, что вы ощущаете, да? Очень сильное напряжение во внутренней части бедер. Я уверена, что вы смогли почувствовать пресс. А почувствовать вы его смогли уже потому, что вы достаточно опытные и научились включать те самые мышцы. Запомнили это упражнение? Забудьте, мы идем дальше. Нет, девочки, мы никуда не уходим. Мы остаемся. Вот Саша правильное движение совершила, хотела встать как надо. Я сейчас повернусь вот таким образом, чтобы девчонкам было видно. Итак, моя задача прямые ноги развести под углом 45 градусов, как будто я морская звезда. Руки вывести в сторону для стабилизации и опоры. Теперь посмотрите. Я начинаю правой либо левой ногой. 1. Стоп. 2. Стоп. А теперь посмотрите, как делать не нужно. Вау! То есть вот такая жесть нам не подойдет. В данном случае движение бедра выступает как провокатор. Что такое провокация? Это импульс, чтобы нарушить баланс вашего корпуса. 2. Косточки строго давят в пол, руки являются помощниками. Вам нужно дотянуться до противоположной ноги, не смещая положение корпуса. Задача понятна? То есть вот так отрываться нельзя. Мои квадратные мышцы поясницы давят в пол. Посмотрите, вы натягиваете поверхность бедра и возвращаете себя в стабильное положение. Ну что, посмотрим, как справляются феи с этой задачей. Ну что, мы начинаем. Итак, из позиции морская звезда. На выдохе переносите ногу, на вдохе возвращайте. При этом вам нельзя отлипать. Вы как Человек-паук на присосках. Поля, ты лежишь как тюленчик. Ноги, руки, пожалуйста, ладонями вниз. Вам нужно опираться, да? Создавать противодействие.
Это что за ноги в стиле «я сейчас рожу»? Колени вытянуть, вот, и тяните. Выдох. Саша не падает. Вдох. Молодцы. Ноги держим 90 градусов по отношению к корпусу. Не заваливаем. Смотрите, как хорошо делают. А ножки-то дрожать начинают. От таких простых, да, упражнений. А нет ничего сложнее, чем делать медленно и при этом думать, что от тебя требуется. Еще раз. Мышцы поясницы, как на присосках. На присосках давят в коврик. Вам нельзя отрываться. Переносите ногу таким образом, чтобы ваш пресс, чтобы два кусочка мышц лежали ровненько, без вот этого раскачивания. Осталось 4. Перенесли. 3. Держите пресс. Вот она, ваша красота кубиков, мои хорошие. Кранчи, они только вас докачают, но истинный рельеф вам сделают вот такие дебиловатые упражнения. Финальный. Оставили прямые ноги наверх. Внимание! Развернули в первую балетную классическую позицию. Пятки вместе, носки врозь. И выполнили упражнение палочка-стукалочка и бей. Бей. Меня интересует прямые ноги, как струны. Маленькое, крохотное движение. Вы можете, как Саша, помочь себе немножечко. Короче, Полинины ноги, просто их только на холодец, понимаете, уже пустить. Трясутся, своей жизнью живут. Это что за выворотность? Простите, первая позиция. Пятки вместе, носки врозь. Хватит кричать. И бей, бей, бей. Надавили поясницей в пол. Живот сделали плоским, как чья-то грудь. И 10. Колени. 9. 8. Стукаем. 7. Держать. 6. Не отпускай. 5. 4. 3. 2. Закончили. Я не знаю, то ли это какое-то похмелье у них, почему они так трясутся, девочки, я без понятия. Мне хочется думать, что они просто слишком умные. В том плане, что импульс от мозга очень быстро проходит к мышце, но я это постараюсь выяснить. Так, ну что, феи вроде как восстановились и перестали трястись, поэтому можем продолжать. Девочки, укладываемся на бок. Вот таким образом. Итак, движение называется «тянись наверх, тянись в сторону». Ваша задача – поднять сверху лежащую ногу наверх, выпрямить колено. Одноименной рукой вытянуться вверх, на выдохе дотягиваясь до носочка. При этом грудь мы подтягиваем к тазу. Раз. Раскрываемся. 2. Удлиняем позвоночник и вытягиваем продольную мышцу пресса. Наверх. Вдаль. Наверх. В диагональ. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Уводите бедро сзади таким образом, чтобы вы ощущали, как ваша ягодичная складочка сжимается. Здесь сжимайте ребра и тяните грудь по направлению к тазу. Законы физиологии гласят, что мышца включается в работу при том условии, если ее начало мы подтягиваем к ее окончанию. Так вот, мышцы пресса начинаются у лобковой диафрагмы, заканчиваются у лобкового симфиза. А это значит, что всегда, когда вы тянете грудь к тазу, ваш пресс будет работать. Постарайтесь, пожалуйста, вытянуть колено. Вот, умницы. И на выдохе выше. И тянитесь плечами далеко. Близко. Вытянись далеко. Прям тянитесь так сильно, чтобы ваши позвонки сделали хрусть. То есть встали на место и наверх. Девочки, а теперь поработайте ребрами. Ну-ка, ребра как гармошку натянули наверх. Снова гармошка вытянулась и сжалась. Осталось 4. Можете стать длиннее. Я специально самых маленьких фей взяла, чтобы вытянуть их как спагетти. Осталось 2. 2. Финальный. И 1. Умницы. Легли на спину. И вот ваша рабочая правая нога оказалась согнутой 90 градусов по отношению к корпусу. Противоположной рукой, а в данном случае левой,
Пожалуйста, подхватите затылок, чтобы не перенапрягать мышцы шеи. Убедитесь, что поясница прижата к полу, и у нас нету, смотрите, вот такого ужасного прогиба. Во время качания пресса ваш живот должен становиться компактнее. Если вы раздулись как жаба, я вас поздравляю. Вы испортите то, что у вас есть. Итак, свободной рукой потянитесь по направлению к пятке. На выдохе. Выдох. Перенесите руку через верх. Под вдох. Перенесите руку через верх, дотянитесь до пятки, прям почешите ее. Перенесите руку и дотянитесь до тыльной стороны пятки. Мы продолжаем. Мне уже не рекомендовано делать именно упражнения на пресс, хотя на мышцы тазового дна мне можно делать, но просто уже немножко некомфортно, да? Ощущение сдавливания. Итак, на 31-й неделе, поверьте, давления более чем достаточно. Выдох и перенесли под вдох. Снова. Под вдох. Выдох. Каждый раз дотягивайтесь до пятки. Девочки, поясница, посмотрите, как панцирь черепашки-ниндзя давит в коврик. Поднимаясь вверх, краем глаза вы смотрите, что ваш живот, он не вздувается вот таким горбом, а наоборот становится компактным и абсолютно плоским. Если потрогать даже пальчиками, сейчас потрогаем. Смотрите, у Полины изначально живот вываливался очень сильно, но такое строение, мало того, что фигура яблочная, но еще и после родов из-за перерастяжения животик действительно висел, хотя Полина была стройной, но она настолько укрепила эту площадку, что сейчас здесь может сесть вертолет, и в принципе успешно. Вот, я сейчас давлю пальцами, знаете, я даже вот не чувствую какого-то сильного расхождения, хотя оно было, я его прекрасно помню. Там можно было палку колбасы положить в живот, и она бы влезла хорошо в этот диастаз. Выдох. И держать. Смотрите, что происходит. Вот мои пальцы, они не прыгают вверх-вниз. А так бывает, когда девочки неправильно делают упражнения. Вы можете сами даже положить ладошку и проверить. Вот здесь, видите, нейтраль. Всегда нейтраль. И неважно, вдыхает она или выдыхает. Пресс собран. И вот такая прокачка, я вам гарантирую, подарит вам красивый живот. Осталось 4. И на выдохе. А зачем мы делаем выдох на поднятии? Чтобы сдуть легкие, чтобы вы стали меньше. 2. Молодцы. И теперь, мои хорошие, остались сверху. И посмотрите, вы как рэперки сейчас будете. Оп, оп. И 10. Качай. 9. Ну-ка, вниз. 8. Бей ладонью. 7. Молодцы. 6. Поясница вдавлена. 5. Живот плоский. 4. Компактный. 3. 2, 1, йоу, опустились. Молодцы. Что ж, вот такой комплекс можно назвать полноценной тренировкой пресса, да, девочки, правда? Потому что запекает очень глубоко, и ощущения именно в животе, они от разных упражнений очень сильно разнятся. Одно дело прокачивать поверхностные слои мышц, ну типа, знаете, там для кубиков, для красоты. Я вам гарантирую, ни один кубик не проявится, пока внутренне вы не будете к этому готовы. То есть красивый пресс – это не только процент жира, это не только развитая мышечная ткань, это ваша структура изнутри. Кто читал внимательно Tech Frog Roll, тот знает, что такое tensegrity – это внутреннее натяжение. Когда вы внутри просто перетянуты, и у вас там расколбас, не будет красоты. Будете подтянутыми, фигуристыми, когда сначала внутри отладите натяжение, а потом уже проявится наружнее. Мы переворачиваемся. И у нас тянись вверх, тянись в сторону, на другую сторону. Итак, приготовились. На выдохе нужно вытянуть грудь, не просто рукой дотянуться, а грудью подтянуться к лобковой кости. Дальше вывести ногу в диагональ и удлинить позвоночник, потянуться за кончиками пальцев. Снова вверх приподнялись, вдаль. Старайтесь ловить очень глубокие ощущения. Ваш вообще фитнес-интеллект и ваш прогресс с каждым занятием, знаете, как с новым уроком, как с прочитанной книгой, как с прослушанной лекцией. Оно друг на дружку все наслаивается, и в итоге в один прекрасный день вы делаете типичные упражнения, и у вас такое хоп,
уведомление пришло. Вот это уведомление называется инсайт. Когда делала и не понимала, а потом как поняла, как почувствовала. Вот у нас с Ольгой админушкой была, пришла на МФР, мы ее раскатали, а потом начали делать сплит-приседания. И она сказала, что у меня словно ангелы пропели, как нужно делать приседания. И она поняла, что такое растягивать ягодицу. Так и у вас придет этот инсайт уведомления, и вы поймете, так вот же, что было. А я, дубина, 2 года качала пресс, вообще не то. Поэтому вытяните этот чертов позвоночник. А теперь сожмите ребра наверх. Вы же как гармошка. Наталя. И вытянулись. Осталось 4, простите, у меня нет музыкального образования. И 3. Сжимайте ребра, сжимайте. И 2. Наверх. 1. Давайте еще финальный. Самый красивый, самый высокий. На оценочку. Молодцы. 5-0 Гайдаенко за артистизм. Перевернулись. Перевернулись. Схватили себя за затылок. Посмотрите, мышцы шеи не перенапрягаются. Если вы лежите, у вас 500 морщин на шее, супер. Готовьтесь платить за гиалуронку. Еврики. Вытяните подбородок наверх, удлините шею и надавите хорошенечко. Мышцы плеча, они удерживают вашу умную, буйную голову. Ладонь вытяните в сторону. Итак, на выдохе, вдавливая поясницу, коснись пятки. Но не жульничайте, не за счет притягивания колена, а за счет поднятия корпуса. Под вдох через нос. Перенесли руку на выдохе до тыльной стороны пятки. Вдох, выдох. Работаем. При этом вот нога свободная, она же не лежит у вас как докторская колбаса, палочка. Она тоже натянута, и она тоже вытягивает пресс вдаль. Дышите правильно. Выдох, фиксация. Вдохнули через нос, и снова легкий уменьшили. То есть вы работаете, слушайте, как этот мешок для откачки, но абсолютно то же самое. Поэтому на поднятии сдувайте легкие. И помните, что я вам говорила? Грудную клетку притягивайте к лобковой кости, и будет вам пресс. Очень часто я вижу, качают пресс вот так вот, поднимая голову. Вы качаете 2, 3 подбородок. Хотите укреплять стенки живота? Тяните начало мышцы к концу мышцы. Соединяйте 2 лоскутка и получайте незабываемые ощущения. Поясница, как черепашка-ниндзя, давит в пол. А руку поднимая вверх, мы снова растягиваем ребра. Выдох. Натянули ребра. Вдох. Медленнее. Выдох. Молодцы. Вдох, друзья. Где ваша пятка? Выдох. Полина, что, ноги коротковатые? И выдох. Осталось 4. Держитесь, девочки. Внутри невидимый корсет сдавливает ваш живот. Пожалуйста, сделайте это, и потом обалдейте, какой у вас будет красивый пресс. Потом будете говорить всем, что крутили хула-хуп. 2. Выдох. Ну что, вы готовы? На выдохе поднялись наверх. И 10. 9. Через 1. 8. Выдыхай. 7. Выше груди. 6. И 5. Я понимаю, горим как агония. 4. И 3 поля выше. И 2. И 1. Сняли. Йоу. Вниз. О, молодцы. Пока мой зоопарк отдыхает, приходите, пожалуйста, в себя. Как вы поднялись? Покажите еще раз, я пропустила. Каким образом вы себя подняли? Вот так, через бочок. Молодцы. Как мои прекрасные ленивцы. На этом наша тренировка, 2 часть интимиссими заканчивается. Как я и говорила, это уже более продвинутое занятие. Если на первом мы просто учились что-то сжимать, разжимать, чувствовать, то сейчас мы постарались перенести эти ощущения на тренировку. Но поймите, нет смысла того, что вы где-то просто сжали, разжали. Нужно понимать, как этим пользоваться на занятии. Когда я вам говорю опрокинуть копчик, стабилизировать поясницу, вы прекрасно понимаете эти команды и слышите их, и выполняете. Благодаря таким движениям ваши тазы встанут на место, улучшится осанка. Девочки, вы не поверите, но даже от положения таза зависит
ваш второй, третий подбородок, зависит прикус, зависит ваши стопы. Наша тушка — это удивительная связь, и совпадений в ней не бывает. Понимаете, Вселенная, она не ленива, она всегда придумывает какие-то новые комбинации. И ваша задача — изучить свой организм, найти какие-то несовершенства, недоработки и сделать из себя настоящую конфетку. Вот это красиво. Всем пока. Спасибо моим леопардикам. Вы умнички, очень сильно старались, тряслись, но тем не менее старались как-то держать лицо. Увидимся на следующем занятии. Мы вас очень любим. Всем пока.